Добрый вечер, друзья! И мы сегодня снова в гостях у нашего друга Андрея Шарапова. Здравствуйте, ребята. Мы в курсе, мы знаем, что он начал недавно готовиться к новым стартам спортивным. И решили, пока он как раз в хорошей форме, не очень хорошо получается массонабор, прийти к нему и поспрашивать, что он делает, куда готовится, с помощью чего готовится. А также нам иногда задают вопросы, особенно сейчас в период осеннего массонабора, по поводу препаратов, которые лучше или хуже для массонабора. И вот Андрей поделится некоторыми своими секретами, соображениями по этому поводу, даст несколько рекомендаций. Итак, Андрюха, ты готов? Да. И начнем с первого вопроса. Когда ты начал подготовку, как долго вот сейчас на данный момент ты готовишься? Начал я подготовку с июля месяца. Июль, август, сентябрь у меня был набор. Хорошо. С какого веса начал, если помнишь? 84 с половиной, 85. То есть, по сути, у тебя сейчас 3 месяца прошло массонабора. И до чего ты дорос? Максимальный вес был 91 800. Но мне не самое важное вес. Мне важно, что у меня прилипло мясо там, где мне хотелось. Я понял. То есть ты не гнался за общей массой, ты не заливался грязью. Наверное. То есть сразу, в принципе, набрал сколько получается? 5-6 килограмм качественного мяса. Тебе по в твоей ростовой. Отлично. Теперь самое главное, цель. То есть куда ты готовишься и когда это приблизительно будет. Мы сейчас понимаем, что у нас сейчас идет война. Не факт, что вообще получится, хотя мы держим за тебя кулаки. Да, пацаны едят, некоторые спортсмены, в принципе, у тебя с документами все в порядке. Итак, какая цель, куда, когда? Ближайшие это конец ноября, начало декабря, NPC Pro Poland. Там я буду выступать, скорее всего, в 2 категориях. Так, интересно. И какие категории, с каким весом или как там, ростовые, весовые? Одна категория мастера 45+. Возрастная, это абсолютка, да. Абсолютка сразу будет, да? Да. Так. И одна категория мужчины 80+. То есть там... До 80 килограмм. Там до по 80? категориям, да, до 80. А ты же говоришь, что будешь 80+. 80+ это так называется категория. 70 плюс, понятно. 80 плюс. И это ты планируешь, получается, подсушиться туда и весить 80, правильно? Да, у меня сейчас на данный момент 89, 88 с половиной, 88, колеблется вес в зависимости от воды. Я еще только начал сушку, поэтому я еще баланс воды держу в организме нормальный. Диета щадящая, поэтому да, мне 8-9 килограмм надо будет скинуть. 8-9 это не слабо по себе, помню, знаю, это нормально. Я знаю, у тебя получится, у тебя с этим как бы стаж огромный. Сейчас у нас, в принципе, какое, грубо говоря, 20 октября, у меня есть больше, у меня есть 6 недель, 1,5 месяца, поэтому я всегда свой первый турнир начинал подготовку на сушке за 6-7 недель. До первого турнира. А мне советовал, помню, за 5 я высушивался. Где-то так. Ясненько. Это все все в планах, поэтому да, все очень скользко, неизвестно какое будет состояние в стране вообще, с финансами, со всем. То есть я планирую, а там это не значит, что 100% я смогу попасть. Я не загадываю, но готовиться я начинаю и продолжаю. Хорошо, это понятно. В стране, а как по здоровью? Помнится, у тебя колено последний раз подводило, и мы с тобой что-то тренировались, там ноги отставали. Да. Как сейчас, в каком состоянии, что по ногам? Я заметил, что на массонаборе, когда я использовал балденом с тестостерона энантатом, спустя где-то месяц за счет энантата у меня ушла боль, и я смог немножечко начать добавлять вес в тренировках на квадрицепс. Ты колено подзалечил, в принципе? Этот препарат мне помог в том числе и подзалечить колено. Однозначно. Это только сейчас, в принципе, ноги более-менее пытаешься нормально тренить, да? Да. Будем надеяться, что все получится и хорошо. И теперь, собственно, раз мы уже заговорили о препаратах, то первый ты назвал, массонабор у тебя был на балденоне. Многими нелюбимым. Я знаю, мы очень много хейта выслушали по поводу балденона, но
забегая наперед, скажу, что сразу, особенно зрителям других стран, иногда недружественных, что там у нас был, Ритоболил, Дека, короче, у нас ее в принципе нет. Это грязный препарат, он вообще... Вот. с ним И так и связывается. Балденон, если взять конкретно Андрея опыт, не даст соврать, сколько лет ты его уже используешь? Ну, лет Лет 15 как да. минимум. И я не знаю, кому Я еще доволен. какие доказательства. Вот посмотрите, человек 48, у меня было 48, Андрюхе через пару месяцев будет 48. В плане здоровья, анализов и всего остального, если вдруг будет желание, он вам покажет свою медицинскую выписку. Поэтому, кто говорит, что препаратом разные причины называются, не хочу даже их перечислять, но факт есть факт. То есть, да, как мы уже говорили, кому-то один препарат заходит, другой нет, кому-то наоборот. Но у тебя получается, вот естественно, тестостерон энантат был, да, как базисный, Да. и балденон был для набора. Ну, как мы уже говорили раньше, сколько их было и как много, об этом говорить не будем. Это к Андрею в личку, это его капитал. Там вы увидите под видео, как с ним можно связаться, в принципе, да, в инсте, Андрюха. Да. Вот, кто хочет, там уже, извините, договаривайтесь с ним самим о подробностях. Дальше. Кроме балденона и теста энантата, что еще в этом курсе есть или будет, или вообще как? Нет, это было. Было, да. А сейчас у меня 3 других препарата. Итак, первый. Станозолол инъекционный, то бишь Винстрол. Ну, про него, я думаю, все знают. Все кричат, что он высушивает суставы. Все кричат, многие недавно мне писали, что липидка убивает. Но ты скажи, Я что не тебя знаю. убивает, Я, что тебя как, когда сажусь на подготовку, естественно, у меня диета. Естественно, у меня из-за этих препаратов связки и суставы на грани. Но я не беру настолько большой вес, это не масса-набор. Я работаю над качеством. То есть у меня присутствуют суперсерии, у меня присутствуют тренировки на большое количество повторений, но вес все равно балансируется. И благодаря другому препарату, такому как Мастерон, который, Так, подожди. Мастерон это у тебя второе, да? да, который мягко влияет тоже на набор сухой мышечной массы, он подсушивает и выступает, имеет немножко легкое диуретическое действие. Секундочку. Мастерон это инъекционный тоже Да, это препарат, всё да? инъекционный. Он масляный или он... Масляный, какой? масляный. Да. Винстрол суспензия, Мастерон да. масляный. Ага. Поэтому, когда я чувствую свой организм, уже Винстрол начинает работать действительно хорошо, мне организм подсказывает, я становлюсь жестче. Поэтому, естественно, разогревающих подходов больше. И я работаю в суперсериях, вес не беру максимально тяжелый. И я не работаю на 10 повторений. И третий препарат, который... да. Ну, все про него тоже говорят, очень опасный, грязный, дает агрессию, смотря как его использовать. Это тренболона ацетат. Этот препарат даст мне хорошее сухое мясо, даст мне венозность, Венозность, даст ты мне за неё говорил. пруху. У тебя с венозностью и так все нормально. Да. Ну, венозность должна быть здесь Ну кругом. да, ну да. Поэтому вот эти 3 препарата я буду использовать и начал использовать на Это на сушке, подготовку. Да? Ну про этот самый, как он, господи, тренболон ацетат, это ты мне его еще, когда ты меня готовил на соревнования, я его использовал также, только я его тогда использовал с примой и также с винстролом. Ну да, я был очень сухой, венозный, до сих пор не понимаю, как это получилось. И не порвался, когда готовился, да? Не-не-не. Потому что не все надо порвался, балансировать, тут все как бы надо всё чувствовать свой А организм. скажи, пожалуйста, вот по поводу много тоже дебатов, я про свой недавний осенний курс рассказывал, и там один умник начал хейтить гормон роста. Я первый раз слышу хейт в адрес гормона роста. Он сказал, что это полная шляпа, для массы ноль, масса теряется, тоннельный синдром, тренить невозможно. Ну ладно, я не хочу даже обсуждать то, что ты глупости он наговорил. Ты еще используешь, не используешь на этом курсе, что, как-то мы его обминули вниманием. Да, хотелось бы, конечно, но цена на него очень высокая, поэтому я, к сожалению, его не использую. Но если бы я его использовал, он бы мне еще лучше дал возможность обезопасить свои связки и суставы. Он помимо того, что подсушивает локально организм, он еще действует, он усиливает действие других стероидов. Вот. Вот. Это, тут, Поэтому друзья, я вам это говорю в best своем of the курсе. best. Поэтому
Тот парень просто с Луны, наверное, поэтому он не в курсе. Ну, я об этом и сказал, почему я брал маленькие дозировки, сейчас беру для себя, потому что, да, я гормона взял немножко, и на этом фоне, в принципе, Даже мне 5 много химии не единиц надо. через день при любом курсе, то ли массонаборном, то ли на сушку, даст свой результат. Главное это длительность этого препарата в самом курсе. Ну, длительность, Вот она, и как всё. мы уже сказали, да, штука дорогая, но я его беру, например, как раз на длительность курса приемов хондропротекторов. То есть он мне помогает суставы залечивать. Это лучший препарат, я который использую залечивает все не эти больше дела. 20 единиц в неделю, хотя одну недельку сделаю 30, чтобы немножко залиться. Я хочу этого, как бы мне кайфово, мне это не пугает. Залиться именно, чтобы типа обозначить такой легкий массонабор. И в принципе, как бы нормально. То есть ты сейчас его чисто из экономических соображений Только. не А так, если используешь, бы он да. был, все бы налипло, прилипло так, как надо. Это очень хороший препарат. И я бы его естественно. использовал бы просто для своей жизни, Кстати, со своим подожди коленом секундочку. больным. Он Андрюха, бы мне помог. вот часто задают, мне недавно вопросы тоже приходили, задавали по поводу использования гормона роста соло. Вот, Уже как-то мы рассказывали, но я повторюсь. ну да, вот просто. У меня как был бы, эксперимент. то есть Меня, ты за. Конечно. Меня этот препарат, я начал сыпаться после того, как сделал перерыв в соревнованиях между мужчинами и до ветеранского возраста. 3 года я не выступал, с 37 до 40. Прошел ровно год, у меня начали сыпаться, ну это в кавычках сыпаться. То есть начали болеть какие-то там суставы, какие-то старые мелкие травмы. Я начал использовать этот гормон. А еще Я- секунду, ты тренировался или просто? Конечно, Да, нет, но я не все время выступал, тренировался. Да, я все время Короче, получился тренировался. большой откат и по мясу, и по Ну, небольшой остальному. откат по мясу, потому что я тренировался, а получился откат в плане связок и суставов. По способности переносить нагрузку. Да, связок да, и суставов, восстановление не такое Да, стало. да, Но да, я понял тренировки тебя. не бросал. Я 3 года был в режиме в таком же, просто не было столько химии, не было всего. У меня был перерыв Я большой, помню это время, 11 месяцев от фармакологии. И вот тогда, когда начались все эти маленькие дискомфортные моменты, то кисть чуть-чуть, то локоть, то плечо, я начал использовать гормон роста соло. Он мне вернул, залечил это все очень хорошо. Раз, я не сидел на диете, но меня он самостоятельно слегка подсушил. 2, я не набрал собственный вес, но и не набрал особо в силе, но у меня стали тренировки, восстановление лучше, тренировки жестче, и я видоизменился, практически не делая ничего супер-сверх мощного, как я делаю это, когда готовлюсь на соревнования. Я тренировался в кайф, я держал форму, но гормон роста мне помог форму мою сохранить при обычном образе жизни. Понятно. С гормоном все понятно. В принципе, большинство людей и так понимают, что понятно. Это вот иногда индивидуумы попадаются с странными вопросами, странными Знаешь, Юрий, претензиями. были бы деньги, я бы не энантат даже использовал бы, а гормон. У меня бы лучше бы залечилось бы колено и все эти моменты. Хорошо, теперь, естественно, то, что всегда у нас просят, то всегда спрашивают, это рекомендации. И вот, ну, просто мы сейчас обобщим немножко, задают вопросы, как вы относитесь к связке, там, например, тренболон, анантат, там, еще с чем-то, или к той, или к другой связке. Ну, вариантов, может быть, вы понимаете, самое множество, и как кто относится, но это лично, опять же, восприятие организмом каждого. Единственное, что мы можем, это порекомендовать то, что использовали на себе. Это будет честно, это будет без обмана. И вот Андрей сейчас, ну, может быть, то, что я могу порекомендовать, я сделал в прошлом выпуске, Андрей сейчас порекомендует. Андрюха, вот для молодых сейчас сезон большинства людей массонабора, у кого-то, как у тебя уже закончился, у кого-то начался. Вот связка, там, не знаю, там 2-3, как ты считаешь, ну, препаратов для массонабора для молодых, например, или для начинающих молодых, так вот скажем. Чтобы Ну, ты я бы- посоветовал из своего опыта, вот. Ну, я бы посоветовал туринабол, Раз. таблетированный Так. в небольших дозировках. Так. 2-3 кубика балденона в неделю. Сразу с 2-3 или на горку выйти, или начинать Не, с надо меньшего? наоборот, сразу с 2-3, Ага. потому что у него способность накопиться он должен. Поэтому всегда дозировка идет больше, а потом по состоянию своего организма в зеркале, как ты себя видишь,
и можно снизить. Зачем делать больше, если хорошо на меньшем Я результате? понял. И еще? И одна ампула в неделю сустанона. Все. То есть суст это ты его вместо теста рекомендуешь, правильно я понимаю? Да. Болт. Как Ну бы или для как я, длинный набора, эфир. и турик как бы оральный, который, я так Да, понимаю, он быстро быстрее действует, разгонит. да, Он- начинает Он разгонять. придаст человеку больше, быстрее уверенности, Я немножко понял сила тебя. пойдет, потому что, как ни крути, инъекционные препараты, Ну, в они принципе, долго с этими препаратами включаются. лично мне все понятно. Опять же, если у кого-то вопросы, это уже к Андрею в личку, связывайтесь. Он Можно объяснит вместо более сустанона, подробно. как я, использовал тестостерона энантат. Тоже Ну, раз это, в кстати, неделю. часто спорный вопрос. Что Да. лучше, что хуже, но Ну, опять же, Кому как. что, да. Мне да. и то всегда заходило. Просто вот энантат я еще выбрал потому, что он мне реально помог залечить колено. Если сустанон я не чувствовал этого, то на энантате я реально от этого препарата Ну почувствовал. хорошо, как с он мне помог. молодыми все понятно, в принципе. А вот то, что к нам больше относится, это вот к возрастным, таким как мы уже. 48 плюс, кто-то 50 Ну плюс. тут гормон сам Бог велел. Гормон. Конечно. Ну вот как и я, ладно. И Гормон и... что ты ну, именно из что-то- своего опыта, своего, вот, то, что тебе нравится, то, что ты кайфовал, там, не знаю, вот недавно еще. Ну, смотри, если человек просто хочет набрать, Да, он не все, на соревнования не тут готовится, вместо, он, вот вместо как мне турика недавно так же вопрос- само балденон и сустанон или тестостерон и энантат. Все, и гормон роста. Без оральных Почти как у препаратов. меня, то есть Да. я, хоть я туриком сейчас Без оральных решил препаратов, закинуться, и но всё. мне он как бы интересен, то есть в принципе, да, то есть гормон, болт и тест, как вариант, да? Ну, это то, что ты... Это нормальная стандартная схема, что для молодых, что для 45-40 плюс людей. Ну, в Единственное, принципе, что- да, подходят многие, там скорее будут отличаться методы тренировок И все. и дозировки некоторым, опять же, в Конечно. зависимости от цели, да? Конечно, что человек хочет Я добиться. уже выбрал, например, для себя минимальное, у тебя предсоревновательное, у Димчика еще короче, реже бывает, так для настроения тоже больше, нам уже как бы Я не тебе надо. так скажу, у меня возрастные клиенты и много друзей используют сустанон практически круглогодично раз в неделю. Ну, это уже Для- по разговору о ГЗТ, конечно, это уже другая тема, не будем ее сейчас опять цеплять, потому что там посыпется. Понятно. Ну, просто это как вариант. А именно для набора, ты правильно сказал. Я считаю, что эти три препарата можно и молодым, и возрастным. Но возрастным почему? Заменить его гормоном, потому что все-таки, как ни крути, даже если вы не тренировались, Садовка уже подгулявшая, надо 100%. восстанавливать. 100%. Соглашусь на Вот и 100%, друзья. Единственное, что могу добавить, то есть более подробно онлайн-ведение, онлайн-консультации, это к Андрюхе в личку. Извините, но задавать вопросы, как бы в каждом таком, что лучше, сколько, что, это за 5 минут не ответишь, это шарлатанство. Нужно получать вводные данные, сколько вам лет, какие анализы, правильно я говорю? Ну, конечно, То есть, должен что, человек вам знать. дал нормальную консультацию, любой доктор, он вас осматривает как минимум. Вы хотите получить в двух там вопросах переписки, поэтому, чтобы это было более-менее действительно адекватный совет, связывайтесь с Андреем напрямую. Он вам выскажет уже свои условия, но это действительно будет весь его опыт, 40-летний практически, 35-6-летний опыт Где-то так. бодибилдинга, который он сможет вам, ну, за определенное вознаграждение, конечно, передать. И позволит это вам избежать многих тех ошибок, через которые мы прошли все. Вот. На этом мы будем прощаться с вами. Желаем всем добиться того, чего вы хотите добиться. Андрею пожелаем удачи в предстоящем турнире. Всем Ты спорт. какой красавчик. Все, братан, давай, тебе удачки. Спасибо. Всем, как Андрюха сказал, спорт, силы. Я кажу, нас на Украине натхнення. Да. До новых встреч.